Утренний выход старого рыболовного сейнера «Посейдон» в открытое море начался с необъяснимого предчувствия, которое охватило капитана Илью Степановича еще до того, как первая сеть коснулась холодных свинцовых вод Атлантики. Когда тяжелая лебедка, надрывно завывая под натяжением тросов, начала вытягивать из бездны пятиметровую тигровую акулу, никто из команды не ожидал увидеть хищника, чей правый бок был изуродован огромным, давно затянувшимся шрамом, в самом центре которого зловеще поблескивал плотный металлический предмет. «Степаныч, хватай зажим и багор, тут что-то совсем неладное. Эта рыбина словно проглотила кусок брони, который теперь пытается выбраться наружу», — прокричал молодой матрос, указывая на тусклый блеск титана, который врос в плоть акулы настолько глубоко, что казался частью ее естественного скелета. Когда хищник наконец затих на скользкой палубе, капитан, чьи руки заметно дрожали не от пронизывающего ветра, а от внезапной страшной догадки, осторожно очистил металл от налипших ракушек и увидел рукоять тяжелого дайверского ножа, на эфесе которого, несмотря на десятилетия в агрессивной соленой среде, все еще отчетливо читалась гравировка с инициалами майора юстиции Андрея Соколова. Этот человек, считавшийся лучшим следователем города по делам о коррупции в порту, бесследно исчез ровно 20 лет назад, вместе с ключевыми доказательствами по делу о хищении государственных грузов, и его поиски, в которых когда-то участвовал весь флот, так и не принесли результатов, оставив лишь горький след в архивах глухих дел. Самым невероятным оказалось то, что за клинком, который акула носила в себе как вечное напоминание о схватке, скрывался небольшой герметичный тубус, который майор, видимо, успел пристегнуть к ножу в последние секунды своей жизни, перед тем, как океанская бездна поглотила его тело. Как только Посейдон на всех парах вошел в гавань, Илья Степанович, осознав ценность находки, немедленно связался с берегом по закрытому каналу, и уже через 20 минут весь порт был плотно оцеплен спецназом, который перекрыл все выходы и входы, вызвав панику среди местных воротил. Внутри тубуса обнаружились не только списки всех причастных к исчезновению следователя, но и оригиналы банковских проводок, которые 20 лет считались уничтоженными и которые вели прямиком в кабинеты нынешнего руководства города. Моряки стояли на палубе в полном молчании, глядя на то, как следователи в белых перчатках уносят этот привет из прошлого, понимая, что океан умеет хранить секреты лучше любых сейфов, но иногда он все же решает вернуть людям долги самым неожиданным и пугающим способом. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.